Я так поняла, свекровь, кажется, видит во мне не сноху, а видит какую-то соперницу, которая хочет занять ее место мамы. И она вечно лезет в наши отношения. Вы слышите голос девушки, которую зовут Айгуль. Это она рассказывает своей близкой подруге, как непросто ей живется со свекровью и что муж всегда на стороне матери. И я как будто бы слышу своих подруг и знакомых, у которых такие же проблемы. Такое в семьях нередко случается. Но эта история закончилась трагедией. И она меня еще поразила тем, что Айгуль работала судьей. И кажется, что такие люди, они-то точно знают, что делать, если происходит насилие или нарушаются их права, что они знают, как защитить себя. Но бывшая судья все-таки стала жертвой преступления. Многие помнят эту громкую историю. Экс-судья найдена убитой в Германии. Главная подозреваемая – свекровь Айгуль. Но свекровь пропала, а вслед за ней исчезли муж и дочь жертвы. Прошло почти 2 года, и вот буквально на днях брат Айгуль рассказал нам, что полиция нашла их в Москве. С Новым годом! На этом видео счастливая семейная пара Айгуль и Александр. Она родом из Алматы. Она сделала невероятную карьеру, стала судьей в 30 лет с небольшим. Александр пишет научную диссертацию и скоро получит докторскую степень. У них растет замечательная дочь Жаклин. Ей 3 года. Алло, папа, надо маме машин принести. Они живут в таком душевном, патриархальном городке Бенсхайм. Это в Германии. По соседству с ними живет Наталья, мама Александра. Тоже интересная, яркая личность. В прошлом она была даже кандидатом в мэры Москвы. Друзья, близятся выборы мэра главного города России – Москвы. Я приняла решение участвовать в выборах в качестве кандидата на должность мэра столицы. В ее биографии работа в полиции, потом нотариусом, а еще психологом. Она всегда рядом с семьей сына, во всем им помогает. Надо же записать. Давай, дальше, давай. Okay. Давайте, поем. 1, 2, 3. Humpty Dumpty. Whoa. Humpty Dumpty. И всем вокруг кажется, что у этих людей жизнь точно удалась. И вот лето 2024 года. Родители Айгуль привычно звонят дочери. Они каждый день на связи. Но в этот день, 4 июня, дочь на звонок не ответила. Я написал Саше: где Айгуль? Почему не отвечаете? Он мне ответил на смс-сообщение: все нормально, Айгуль дома. А я, говорит, на учебе. Когда очередной раз звонили, Наталья сказала, что она вышла погулять. Айгуль вышла погулять. А мы слышим плач ребенка. Жаклин дома? Дома. И с этого момента у нас вот тревога. Она же никак не могла, оставив дочь, выйти погулять. Вот час нету, 2 часа нету, 3 часа нету. Это не Айгуль. Это не свойственно для Айгуль. Она могла только отлучиться, когда Жаклин была в садике. Стали звонить знакомым, друзьям, родным. В этом же городке жил и дядя Александра, Владимир. Но он тоже ничего не знал про то, где Айгуль. Наталья звонит: пока с Сашей они поругались, Айгуль куда-то ушла. Я вот ищу по гостиницам. Это у нас по германскому времени где-то 10 в 11 ночи. А у нас уже час ночи. Я говорю: в полицию обращались? Да. Я вот заявление в полицию иду писать. Наталья говорит. Поочередно наша семья, мы начали звонить им каждые, наверное, не знаю, 15 минут, каждые полчаса, наверное. На наши звонки они не отвечали, не поднимали. С 4 на 5 они все были в сети. А дальше случилось вообще что-то очень странное. Вслед за Айгуль пропала и ее свекровь Наталья. Якобы она металась по городу в поисках невестки и таинственно исчезла. Об этом родителям Айгуль сказал Александр. Он мне позвонил, рыдал в телефон. Я ничего не поняла, потому что на тот момент, да, действительно, Айгуль куда-то ушла, убежала от них.
может, где-то прячется. У нас такое вот была надежда, что мы найдем ее живым. И поэтому, когда 5 числа он позвонил, телефон рыдал, я ничего не поняла, почему он рыдает. Если бы я знала, я расспросила бы, почему ты так рыдаешь, что за истерика у тебя. Казалось очевидным, что Александр из-за всего этого страшно переживает. Но родных Айгуль удивило, что он почему-то не спешит в полицию. Хотя в сообщениях они просили, настаивали сразу же написать заявление и начать поиски. Но в итоге немецкой полиции об исчезновении экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой сообщили из посольства Казахстана. И 6 июня полицейские пришли к Александру домой. Позже на допросе в полиции Александр рассказал, что в этот день он пришел домой где-то в 4 часа и увидел, что дочь была дома одна. Напомню, 3-летний ребенок. Что он испугался, запаниковал, потому что такого никогда не было. И что он не мог пойти в полицию, потому что сидел дома с ребенком. Рассказал он и что в тот самый день не видел маму. А родным Айгуль он до этого говорил, что мама к ним в тот день приходила. Сама же Наталья, еще когда отвечала на звонки родителей Айгуль, говорила совершенно другое. В общем, сплошные нестыковки. Она подняла, сказала, что я у них не был сегодня, я не знаю. Если поеду в их сторону, я вам позвоню. Это был ее ответ. А когда мы дозвонились до Александра, он сказал, утром Айгуль осталась дома, они должны были отвезти Жаклин в садик, и мама моя приехала. И они вместе на машине отвезут их в садик. Что там, доча? Книга понравилась тебе? На допросе он сказал, что девочку в сад отвезла Айгуль, а забрала из садика в 14:30 свекровь. Шли поиски. Помимо полиции, Айгуль и Наталью искали русскоязычное и казахстанское сообщество в Германии. Их организовала семья Айгуль. Сами они срочно делали визы. Первым прилетел брат девушки, его зовут Канат. Чуть позже к поискам присоединились и родители. Вот мы пошли искать. В нашей группе было я, Жанат и друг нашего Жаната Таир. И вот мы втроем пошли. А в других тоже местные жители были. Вот часов где-то 11:30 поступило сообщение в чат, что одна из групп нашла там мужчину в чемодане. Половина чемодана и труп. Сначала сказали, что мужской труп. Ну, мы дальше искали. К этому моменту родные уже знали, что в этой внешне благополучной семье уже довольно долгое время творилось неладное. Были конфликты и насилие. Об этом им рассказали подруги Айгуль. Теперь узнаем о том, что он, оказывается, ее рукоприкладством бил, издевался над ней. А Айгуль не могла, все это скрывала от нас. Что ты пожелаешь себе через год? Счастье, мира и согласия. С Сашей. Сашей. Вот подруги Айгуль в день ее свадьбы задают ей вопрос о будущем. И казалось, что все ее мечты сбываются. Но потом Айгуль все чаще стала рассказывать про конфликты в семье, что в последнее время отношения испортились, и что Саша, по ее словам, все чаще срывается и бывает агрессивным. Вот голосовое сообщение от Айгуль после ссоры, которая закончилась рукоприкладством. Я поняла, что это произошло, чтобы я, видимо, окончательно очнулась. И я не должна позволять, чтобы это повторилось. Я поняла, что он себя в руках не умеет держать. Обычные действия, когда он взвинчен, он воспринимает неадекватно. Нереально. Отсутствует реальность. Началось все с мелочи. У Александра болело горло, и он попросил спрей. Попросила Айгуль его подать.
Айгуль чем-то занималась, какими-то своими делами, и у меня есть аудио, где она рассказывает, как это было. Там в спальне лежит, а я с Жаклин сидела в своей другой комнате. И он что-то орёт, подойди мне. Я говорю, слушай, у тебя горло болит, ноги же, говорю, ходят, ты же можешь подойти сам. Я же с Жаклин там сижу, играю, не слышу, что ты говоришь. Если тебе надо что-то мне сказать, надо подойти мне сказать, а не звать меня к себе. А потом я принесла такая спрей, я возле у входа в двери стояла, спрей взяла, подбросила его в сторону, он упал. Рядом с ним ли было, не прям, не прикоснулась даже. Я говорю, что ты мне в лицо бросила? Я говорю, я тебя в лицо не бросала. Он меня в правое плечо ударил. Потом я говорю, ты еще меня ударь, говорю. Рядом стояла Жаклин. Это я все спокойно говорю. А он мне по правому уху, у меня от него покраснело ухо. Шлепнул меня открытой ладошкой. И я такая говорю, молодец, говорю, еще хочешь ударить? Конечно, я спровоцировала своими словами. Когда он ее ударил, он ожидал, это вот со слов с аудиозаписи Айгуль, да, со слов ее, то, что Александр ожидал от нее истерики, какой-то бурной реакции, что включил телефон на видеозапись. Я говорю, записывай, еще отправь своим, покажи, говорю. Я не кричала на этой записи, ничего. А он ожидал, что я буду кричать, и он это хотел заснять. Я взяла ребенка спокойно, пришла в комнату и закрылась. И у Айгуль тогда были подозрения. Подозрения на то, что они, что Наталья, что Александр, они хотят дискредитировать, да, показать Айгуль не в том свете, в котором есть на самом деле. Сообщить о том, что она не в своем уме, о том, что она агрессивная, бросается там на мужа, то есть вот такого плана, для того, чтобы лишить Айгуль родительских прав. При этом подготовил запись, чтобы вот эта ссора записалась, вот диктофон, и вот записал между ними вот эту ссору. И потом, когда Айгуль вышла из комнаты, он этот запись отправил своей матери. А зачем? Зачем? Видите ли, столько много таких записей имеется, из этого у меня сложилось впечатление, что они Айгуль специально выводили из себя, специально затеяли ссору. Они все-таки хотели что-то сделать с Айгулей. Это все родители Айгуль узнали уже после исчезновения дочери. Айгуль очень просила подруг никому об этом не рассказывать. Оказалось, что конфликты были не только с мужем, но и со свекровью. И не просто там поругались, а прямо-таки до драк. Айгуль мне позвонила и рассказала, что на нее накинулась. Я говорю, в смысле накинулась? Мы сели за стол обедать, а Жаклин не захотела кушать. Что, я не буду заставлять ребенка, что ли, кушать? Не хочет, не хочет. Когда захочет, тогда захочет. Говорит, я взяла тарелочку, говорит, убрала ее в сторону. В этот момент набросилась на Айгуль и ударила ее. Айгуль мне показывала на затылке, у нее была гематома. Айгуль удалось вырваться, после чего Айгуль ушла в комнату. И вот из комнаты она мне не звонила. В этот момент уже рассказывала свою версию Александру о том, что Айгуль на нее накинулась с ножом, и Айгуль не в своем уме. То есть кого ты к нам вообще в дом привел? Она на меня накинулась. Когда Айгуль начала рассказывать Александру, как это было на самом деле, Александр ей уже не поверил. Вот как писала об этой ситуации другой своей подруге Айгуль. Она резко встала, схватила меня за локоть и другой рукой за шею и толкнула к стене. Я ударилась головой об стенку. Она еще держала меня за горло. И от шока, я не знаю, что делать, тоже схватила ее за горло, чтобы она отпустила меня. Ты бы видела ее глаза. Они были черными, как будто бес вселился в нее. И потом, когда я надавила ей на горло, она как будто очнулась и начала говорить, что я делаю, почему я напала на нее. Я от шока начала орать на нее. И дальше она писала, что у Александра тоже бывают такие моменты ярости, когда сложно себя контролировать. Саша тоже в агрессии,
может резко толкать и может даже ударить, но сдерживает себя. Правда, потом не помнит, что хотел ударить. Это болезнь. Бывает, что во время агрессии сознание отключается. И по взгляду свекрови я это видела. Когда уже вот в Германии Александр ударил Айгуль, и я тогда Айгуль сказала то, что я скажу Канату. Это брат Айгуль. Она сказала то, что не говори. Я говорю, тогда сама скажи, потому что это ненормально. И она мне запретила это говорить. Она мне запретила рассказывать и родителям, ну, то есть Айгуль, и родственникам Айгуль. Это было в то время, когда весь мир смотрел в прямом эфире суд над бывшим министром Казахстана Бишимбаевым, который очень жестоко расправился со своей женой Салтанат. Это была очень резонансная история, про которую мы рассказывали на нашем канале. Ну, первый триггер был на Новый год, наверное. И тогда, получается, мы вот слушали, Айгуль слушала, я слушала в прямом эфире. И я Айгуль тогда сказала, я говорю, Айгуль, как бы не получилось. Она говорит, не нужно меня сравнивать с Салтанатом, у меня так не будет. Получилось все намного хуже. А она говорила, что ее, обижает свекровь? Она нам не говорила. Но, видите ли, она как-то вот сказала, что свекровь словесно вот иногда вот придирается, что она плохо убирается, что она плохо готовит, что она за ребенком не смотрит. Мама говорит, все это я делаю, почему-то ей не нравится. Ну, я вот, знаете, вот как у нас. Обычно все свекрови не любят своих невест. Я сказала, раз такое, не обращай внимания, делай то, сама хочешь. Надо уважать старших. Я же не знала, что она это специально делала, что она вот рукоприкладством занималась. И, конечно, у вас уже возник вопрос, а как же так? Как человек с блестящей карьерой и образованием, причем юридическим, а она работала судьей, современная молодая женщина терпит такое отношение к себе? Почему она сразу не ушла? Но на это у нее были веские причины. И она, как раз будучи юристом, понимала, что, совершив необдуманный шаг, может навсегда лишиться дочери. Вернемся к поискам. Айгуль исчезла 4 июня, а на следующий день пропала Наталья, ее свекровь. И 6 июня полицейские пришли к Александру домой. Нашли кошелек Айгуль с кредитками, водительское удостоверение и немного наличных денег. Паспорта с телефоном не было. В квартире порядок, никаких следов борьбы. Мы сейчас находимся в 40 километрах от Франкфурта на Майне, в городе Бенсхайм. Именно здесь пропала гражданка Казахстана Айгуль Сайлыбаева. Она исчезла 4 июня и с тех пор не выходит на связь. Брат исчезнувшей подозревает, что его сестра могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови. По словам близких, она перестала выходить на связь с 3 июня. Последние 5 лет Айгуль Сайлыбаева жила в Германии с мужем и ребенком. И вот 12 дней спустя на окраине города в карьере Эрлах в водосточной канаве волонтеры нашли неизвестное тело в плотном пластиковом мешке для мусора. Сверху тело было накрыто половинкой чемодана. При поверхностном осмотре казалось, что это мужчина. Голова была без волос. Но оказалось, что тело все-таки принадлежало женщине, и, скорее всего, Айгуль. Совпадала особая примета – родинка на носу. Родных Айгуль на опознание не позвали. Тело выглядело так, что вынести такое зрелище было бы очень трудно. Поэтому у брата девушки взяли ДНК, а результаты анализа ждали 3 дня. Я не хотела верить в это, что это наша Айгуль, пока результаты ДНК не вышло, я не верила, что это Айгуль. Обычно, когда понятно. находят труп, обычно же показывает, опознание не делали. Поэтому у меня была надежда, что это совсем другой человек, это не Айгуль. Но это все-таки оказалось Айгуль.
Смерть была насильственной, убивали жестоко. Более 30 ножевых ран. И позже эксперты придут к выводу, что Айгуль умирала долго от потери крови. Как же родители это выдержали? Это же кошмар какой-то. Это же так тяжело, Господи. Из материалов уголовного дела следует множество ножевых ранений грудной клетки, лица, шеи, горло перерезано. У ней на руках фаланги пальцев перерезаны. Видимо, активно оборонялась, хваталась за нож, руки порезаны. Кроме того, волосы сбриты наполовину головы. Почему? Не знаю, эксперт не дает нам заключения. А еще оказалось, что экс-судья ждала ребенка. Срок аж 24 недели, почти 7 месяцев. Также эксперты выяснили, что тело в канаве водостока в этом карьере появилось за сутки до обнаружения. Но где же оно тогда было больше 10 дней? Провели еще один, теперь уже более тщательный обыск в квартире семьи. И на этот раз нашли загранпаспорт Айгуль. И самое важное – следы крови. В самой квартире и в подвале дома. Следователи предположили, что с девушкой расправились именно в подвале. А где все это происходило, известно? Ну, я полагаю, что сначала вот эта ссора происходила в квартире, а потом, кажется, после того, как убили, ее перенесли вот в подвал этого же дома. А полиция пишет, что якобы все это произошло в подвале. Но, однако, это не совпадает с доказательственной базой, потому что в квартире, в гостиной, в прихожей, в ванной комнате, в коридоре, в спальнях, везде кровь Айгуль. Если они вот действительно убили ее в подвале, тогда откуда должно быть кровь Айгуль в квартире? Под диваном, брызги крови на стульях, брызги крови на этих коврах, брызги крови в спальной, на матрасе. Поэтому выводы полиции о том, что убили и ссора произошло именно в подвале, не совпадает с этими доказательствами. Полицейские вышли на след Натальи. Оказалось, что свекровь утром 5 июня появилась в аэропорту. Вот она, в дверях. Вот идет на регистрацию. Она должна лететь с пересадками до Москвы. Наталья заверяла, вот бегаю, я вот ищу совсем гостиницам, совсем под утро уже отключилась. Теперь узнаем, оказывается, она улетела в это время в Москву. Полицейские обратили внимание, что на одной руке Натальи шина. Вот она проходит зону безопасности. Шину она сняла, но видно даже по фотографиям, как ей неловко двигать рукой. Возможно, она повредила руку во время конфликта с невесткой. Экспертиза показала, что в квартире была кровь не только Айгуль, но и Натальи. Так свекровь стала главной подозреваемой. Вот только допросить ее не могли. Она исчезла, теперь уже в Москве. Была еще одна деталь, которая шокировала родных Айгуль. Ее куртку со следами крови нашли потом в детской коляске. В той самой, в которой свекровь забирала внучку из садика. Все эти факты и потом бегство Натальи в Москву, странное поведение Александра и что вообще все это могло произойти с Айгуль, все это совершенно не вязалось с тем, что все вокруг знали про этих людей. Настолько идеальной и благополучной казалась семья и родственники мужа. История любви Айгуль и Александра была довольно романтичной. Несколько лет они выстраивали свои отношения, прежде чем поженились. То есть это было такое взвешенное решение, когда люди точно понимают, что любят друг друга. И это не такое чувство, которое вспыхнуло и скоро пройдет, а оно проверено временем. Айгуль и Саша познакомились в Англии. Они оба учились там в престижном заведении в городе Шеффилд. Они заметили друг друга в библиотеке и разговорились. В библиотеке познакомились, а потом он позвал ее на теннисный корт, а на теннисном корте там что-то с ними встречалось. Она хорошо начала отзываться. Тогда я спросила, кто он, откуда.
Но она сказала, что он выходец из Казахстана, с Талдыкургана. На тот момент он жил в Германии. Я не хотела ее отпускать далеко от себя. Какой родитель хочет, чтобы ребенок был вдали? Я сказала, у тебя есть работа, найдется здесь поблизости. Так, а она? После того она не настаивала. На этом разговор закончился. Это был 2016 год, октябрь месяц. Это было в Астане. Айгуль приехала очень воодушевленная, такая жизнерадостная, веселая. И вот она мне рассказала, что вот я познакомилась с Александром. Он такой хороший, он такой воспитанный, он такой высокий, он такой внимательный, такой заботливый. Всегда спросит, как я, что я. Он говорит, мне это очень нравится. И он ее учил играть в большой теннис. То есть очень такая романтичная история была. Но был один нюанс. Он младше меня. Я говорю, насколько младше? На 5, на 6. Он говорит, нет. Он говорит, на 12-13 лет. Я на нее смотрю, я говорю, мать, ты вообще, я говорю, ты как так? Он говорит, я его люблю, мне нравится, мне сейчас комфортно с ним, я себя чувствую с ним хорошо. Я не думала, что у них что-то получится больше, потому что, разница в возрасте. Айгуль на тот момент уже самодостаточная женщина, да, у нее и квартира, и работа, и карьера, и машина, то есть все было в достатке. И тут человек, который на 12-13 лет младше ее, то есть ему карьеру строить, вставать на ноги, то есть этот путь проходить. К этому моменту у Айгуль было уже 2 высших образования. Она получила самую престижную в стране президентскую стипендию – Болашак. Ее дают только самым лучшим, и как раз по этой стипендии Айгуль поехала в Англию. Она везде училась на отлично, окончила судебную академию и с легкостью прошла отбор на должность судьи. В Астане в среднем 12 человек на одно место кандидатов было судей. Высший судебный совет отбирал и остановился на кандидатуре Айгуль. Айгуль продолжала общаться с Александром. И через 3 года она снова завела разговор с мамой о том, что у них все серьезно, и они хотят пожениться. На этот раз она настойчивой была, что выходит замуж. И нам оставалось только согласиться, дать добро. Она выходила замуж, и я должна сказать, что по великой любви. И они с Сашей, как мы тогда его считали замечательным молодым человеком, они встречались почти 5 лет. Это его красивое ухаживание, как он ее приглашал, он ее возил в тур в Венгрию, по-моему, или еще куда-то. В Москве они встречались. И Айгуль настояла о том, что она выходит замуж. Семья жениха много лет жила в Казахстане. Потом Александр с мамой какое-то время жили в России, а дальше уехали в Германию. В Казахстане осталась родня. Бабушку жениха Луизу хорошо знали финансисты. Пусть твоя дорога всегда будет светлой. Добивайся своих целей, будь здоровой, будь энергичной, будь умной и красивой. Она была управляющей крупным банком в одном из городов Казахстана. Родня жениха по всем традициям приехала сватать невесту. На тот момент Айгуль было 35 лет, а Саше 23 года. Шалфан, а Александр каким вам показался? Такой симпатичный, высокий, молодой человек, вроде сдержанный, немногословен. Вы знали, что у них разница в возрасте довольно большая? Честно сказать, я даже не знала, что разница в возрасте. Даже в голову не приходил такой вопрос. Когда первый раз увидела Александра, я думала, что он ровесник Айгули. И у Айгули я спросила, мама, почему такая молодая? Во сколько лет родила его? Я удивилась, увидев Наталью Давыдову и посмотрев на Александра Давыдова. Я думаю, надо же, какая она такая молодая, во сколько лет же родила она. А какое впечатление на вас Наталья произвела? Такая красавица,
мать, веселая такая, легкий на подъем, общительная, все время улыбчивая. У вас возникло впечатление, что семья очень такая благополучная, как это называется, приличная, с таким на хорошем уровне люди живут, да? Да, мы так и воспринимали их. Айгуль нам рассказывала, что у них вот такая вот интеллигентная, доброжелательная семья. Вкусный чай с домашним молоком. Айгуль тоже любила чай с молоком. И семье Александра тоже повезло. Родители Айгуль – уважаемые в Астане люди. Папа – судья с огромным опытом, мама – хороший адвокат. В общем, казалось, что породнились две интеллигентные, успешные и душевные семьи. Какое-то время они жили в Москве, а потом перебрались в Германию. Друзья, здравствуйте. У нас сегодня праздник в Германии. Пасха католическая. Христос воскрес, если среди вас есть католики, которые смотрят. Мы вышли на природу с родными. Сейчас я вам покажу местность. И вот в семейной жизни произошло счастливое событие. Айгуль узнала, что ждет ребенка. Но оказалось, что не все этому рады. Она позвонила мне и немножечко была расстроена. То есть она была счастлива и рада, в то же время она была расстроена, потому что Александр не планировал заводить детей после брака. И Айгуль была очень удивлена, что Александр не хотел детей. Ни Александр, ни Наталья, они не хотели, чтобы Айгуль беременела. Потому что рано, потому что молодые. Ей предлагали сделать аборт. Семья говорила, что повремените еще лет 5. Он говорит, ну да, и буду я еще ждать лет 5, когда вы будете готовы к внукам. Он говорит, нет, я буду рожать. То есть для Айгуль Жаклин это была желанным ребенком. Но все это время, на протяжении всей нашей переписки, неоднократно Айгуль говорила, что при удобном случае они упоминали, что Айгуль рано родила. То есть поторопились вы с ребенком. Она мечтала родить девочку, она мечтала родить красивую девочку от любимого человека. Она мечтала наряжать свою куколку. И когда она узнала, что будет девочка, она была самая-самая счастливая вообще на свете. Ой, воображай, ты спишь, да, Жаклин? Ты спишь? Еще раз делай, как ты делала. Давай, как ты покажи еще раз, как ты делаешь? Муська, муська, муська. Ну и чё? Штанишки будем одевать? После рождения ребенка все изменилось. После не то что рождения, а после того, как Айгуль забеременела. То есть Александр начал избегать ее, Александр начал больше предъявлять претензии, к адресу Айгуль. С рождением дочки, по словам Айгуль, претензий становилось только больше. А потом девушка призналась подругам. Свекровь и муж явно что-то задумали. У нее было ощущение, что они хотят от нее избавиться. Июнь 2024 года. Полицейские находят в доме следы крови. Они принадлежат Айгуль и ее свекрови. Дальше становится известно, что Наталья еще 5 числа срочно вылетела в Москву. Хотя родным Айгуль она говорила, что ищет невестку. И при этом у Натальи что-то с рукой. Все это выглядит очень подозрительно. На допросе Александр говорил, что ничего не знал о том, что мама улетела. И вообще допрос приходилось несколько раз прерывать, потому что Александр плакал. И говорил, что когда узнал, что жену убили, земля ушла у него из-под ног, и его мир перевернулся. Но он ничего не видел в тот день и ничего не знает. Но среди соседей нашелся свидетель, который сказал, что видел утром 4 июня Наталью, Александра и Айгуль, что у них в руках были какие-то документы, что они ругались. То есть был явный конфликт. Еще следователи проверили, куда ездила Наталья в тот день. Оказалось, что ее машина была недалеко от карьера, где позже найдут тело Айгуль.
Возможно, свекровь после преступления искала место, куда потом можно будет вывести тело, а потом Наталья улетела. Логично предположить, что если человек сбежал, то значит он виновен. Но у родных Натальи было вот такое объяснение, что она улетела из-за угроз. Якобы семья Айгуль угрожала убить ее детей и родню. У меня есть их переписка, и в ней нет никаких угроз убийством. Вот 6 июня отец Айгуль пишет Наталье, предполагая, что они где-то держат Айгуль и что она жива. «Иди в полицию и сознайся в совершенном. Это, возможно, послужит к снисхождению. Если сын твой не виноват, то ты совершила. Верни нашу дочь. Чем быстрее, тем лечение даст результат». Следователи тоже изучали переписку и обнаружили, что еще 5 июня Наталья отправила сыну сообщение про какой-то укол. А что за укол? Вот 5 числа Наталья отправляет Александру сообщение. Надо сделать укол на шею. И подробно описывает, как надо приготовить вот этот раствор, как надо набрать наш шприц, как надо поставить укол на шею. И в заключениях экспертизы также имеется, что действительно посмертно на шею был сделан укол. Мы полагаем, что это формалин. А формалин приобрести в аптеке очень сложно. Его найти, купить аптекой невозможно. Вот почему? Вот откуда у них формалин? Почему? Это формалин, мы полагаем, что делается, чтобы не разложился вот это тело. Я вот знаете, какой хочу вопрос задать? Вы же изучили же дело. Я прошу прощения, вы знаете, что случилось именно с Айгуль? Что там записано? Как все произошло? В заключении медэкспертизы написано, что у нее сначала был удар по голове 2 раза было. И там пишется, что сначала она потеряла сознание. Она, наверное, упала, о чем-то ударилась, потому что где удар, у нее вот какие-то лаковые наслоения, какой-то острый угол она ударилась. И у нее 30 ножевых ранений. Представляете себе? 30 ножевых ранений. Судя из материалов дела, Айгуль уходила очень болезненно. В общем-то, в мучениях уходила, получив множественные телесные повреждения. Значит, и, в общем-то, она боролась за жизнь, и она практически истекала кровью на протяжении какого-то длительного периода во времени. Делали какие-то уколы там и так далее, но это уже там они скрывали следы преступления. Они хотели, наверное, отрезать голову. На шее у нее такой вот, я даже не могу сказать это, как сказать? Рана. Это не сказать, что рана. Вот обычно, когда барана же режем. Разрез? Разрез, да. Это не случайные удары, а именно с какой-то целью. Ну, я не имею в виду с целью убить, что-то отрезать, разрезать, да? Получается. И эти разрезы, как сказать, как барана зарезали. Даже на коленях у нее есть вот такие порезы. Даже вот на этих мышцах есть порезы. Предполагаем, что труп был облит химическим каким-либо раствором. Потому что по заключению экспертизы отсутствует ткани лицевой части. Частично отсутствует. Мы не можем вам показать фотографии тела по правилам YouTube. И даже если бы могли, то все равно бы не показали. Честно говоря, мне по роду работы приходится видеть очень много архивов, фотографий, уголовных дел. И вот эта вот фотография, она отличается. Это что-то вообще непредставимое. Это какой-то ад. Помимо ножевых ранений, действительно возникает ощущение, что преступники пытались изобрести какие-то способы избавления от тела. Почему-то совершенно нет волос на голове. Как будто сожгли какой-то химией. Есть какие-то странные разрезы.
как будто тело пытались разделить на части, но тоже не получилось. И тогда тело просто переодели в другую одежду и вывезли в карьер. Окажется, что 16 июня, накануне обнаружения тела, сигнал телефона мужа Айгуль был обнаружен в районе карьера, но Александр все отрицал. Про семейную жизнь он рассказывал, что у них и раньше были конфликты, что Айгуль раза 3 уходила из дома, ночевала в отеле, и якобы еще и поэтому он в день ее исчезновения не пошел в полицию, и что вообще Айгуль была очень импульсивная и неуравновешенная, и вела себя иногда агрессивно. То есть в своих показаниях они показывают Айгуль истеричной, говорят о том, что Айгуль бросалась ножом, вот какие-то небылицы. То есть они с целью показать как отрицательную личность. На допросе Александр еще рассказал, что в последнее время Айгуль была совершенно неуправляемой. А за месяц до случившегося она начала почему-то, как он говорит, носить хиджаб. Но ни воспитатели в детском саду, ни соседи ни разу не видели Айгуль в хиджабе. Потом он рассказал, что она поссорилась с педиатром дочери и говорила, что здесь, то есть в Германии, одни фашисты и нацисты. Ну и представьте, какая картина складывалась об Айгуль у немецких полицейских. Хотя Айгуль на самом деле в Германии нравилась. И она даже завела в интернете страницу, где рассказывала о своем городе, о жизни жителей, об их нравах. Здравствуйте, друзья! Я вышла на утреннюю прогулку. Хотела вам показать, как местные немцы облагораживают свой сад, ухаживают. Посмотрите, очень аккуратно, все убрано, ничего лишнего. По словам родителей Айгуль, создать вот такой образ неадекватной, агрессивной женщины – это именно то, чего добивались родные Александра. И делать они это начали задолго до трагедии. Вернемся в то время, когда Айгуль родила дочку. Жаклин появилась на свет в Германии. Хотя друзья и близкие очень хотели, чтобы это произошло в Казахстане. И чтобы у Айгуль была поддержка. Говорю: Айгуль, возвращайся в Казахстан, рожай здесь, в Казахстане. Рожай здесь, в Казахстане, потому что здесь твои близкие, родные, они тебе помогут первое время, чтобы тебе было легче с ребенком. На что Айгуль сказала, что Александр хочет родить ребенка именно в Германии, для того, чтобы Жаклин стала гражданином Германии. Я говорю: зачем это? Говорит, он так хочет, чтобы его гражданство тоже потом впоследствии не лишили. Свекровь поселилась недалеко от сына с невесткой и во всем старалась помочь молодым родителям. Так это выглядело со стороны. Когда родители девушки приехали в Германию увидеть внучку, то отношения в семье и со свекровью выглядели идеальными. Вот после рождения Жаклин вообще Александр, он был насколько включенный отец? Вы же видели? Подходил, успокаивал, на ручки брал, мыл, ночью вставал. Что он делал, как отец? Как отец, он вел себя нормально, он помогал купать ребенка, смотрел за ребенком, гулял с ребенком на свежем воздухе. Хотя он на тот момент учился и работал. Он же учился в докторантуре в то же время. У них квартира была маленькая, поэтому Айгуль с Александром для нас они сняли квартиру рядом с их домом. До отъезда мы жили там, в этой квартире. 22 августа у папы Айгуль был день рождения. Наталья подарила нам путевку в Карловы Вары на 10 дней или на неделю, я точности не помню. Вообще, как будто бы никаких вопросов нет к семье. Максимально гостеприимные и доброжелательные люди. Да, гостеприимство оказали. Спустя время Айгуль с Александром и маленькой Жаклин уехали в США. И опять к ним вскоре присоединилась Наталья. Она приехала в Майами с дочкой-подростком, сестрой Александра. И снова она всегда была рядом. Потом они вернулись в Германию. И опять свекровь вместе с ними. Это был постоянный контроль. Постоянный контроль, особенно после рождения Жаклин. Айгуль, ты не так одеваешь Жаклин. Она неопрятная, она грязная. Везде игрушки разбросаны.
И Айгуль как бы просто говорил, ну это же ребенок, мы с ней играем, ну да, игрушки разбросаны. Он говорит, ну а что теперь, говорит, мне игрушки к потолку прибить, ну как бы, чтобы они просто не двигались, ну так же нельзя. Он говорит, это ребенок, да, разбросанные игрушки. Она там приходила утром, днем и вечером, ну вот правда, она просто там контролировала, а как ты приготовила, а что ты приготовила, а это вот Сашенька не любит, а вот это вот Сашенька любит, ой, а там не так нужно кормить, а вот так нужно кормить. То есть это было вот вплоть до того, что контролировали, как Айгуль кормит Жаклин и кормит ли она вообще ее. Я свою дочку вроде бы с рождения знаю. Замечаю, что она делает. Знаю, что она любит бульон пить с большой ложки. Нет, она лезет, идет, дает ей маленькую ложку. Я просто сижу, смотрю. Все равно моя дочка как ела большой ложкой, так и дальше продолжает кушать. Потом я хочу, у меня же режим Жаклин, сон до 9 же вечера, она ложится спать. И в этот же вопрос пытается залезть моя свекровь со своими теории о том, что нужно ждать заката, тогда надо укладывать, а то ребенок, это плохо будет влиять, голова будет ребенка болеть, неправильно, что она так должна спать. Говорю, хорошо. Говорю, в любом случае, все равно Жаклин будет спать до 9. Ну, ты, конечно, сама знаешь. Вот это, знаешь, перепалки словесные и вот эти действия меня просто вымотали. Очень сильно вымотали. Я устаю морально. И день у меня вот как будто весь день проходит в спорах. Они ее обучали, подсказывали где-то, но потом это все переросло, то, что ты не так делаешь, ты не так смотришь, ты не так готовишь. Наталья Долорова, она работала в детском садике психологом. Ее в тот садик, куда ходила Жаклин, насколько я помню, Айгуль говорила, что в тот же садик Наталья устроилась на работу по диплому психолога. Например, она ее учит отбирать свою вещь, не давать никому свою вещь, а чужое брать. Даже так можно сказать. Она же, Жаклин, учит не отдавать свое. Нет, она, наверное, хочет помочь. Я благодарна. Но каждое действие мое ставить под сомнение и пытаться найти там что-то неправильное просто drive me crazy. Но серьезных конфликтов поначалу не было. Все это казалось желанием помочь, научить, поддержать, поделиться родительским опытом. Айгуль никогда не была 100% открыта с Долоровой. То есть Айгуль, она ее опасалась, она ее остерегалась, потому что Айгуль очень хорошо, на самом деле, она очень хорошо разбиралась в людях. Тем более у нее есть опыт судьи. Она юрист. Она прекрасно знала, с кем она разговаривает и как с ними нужно будет разговаривать, какую информацию можно будет давать, какую информацию нельзя будет давать. То есть она поддерживала вот эту вот игру, как будто мы подружки, невестка, но при этом мы подружки, и можем разговаривать на равных. Айгуль эту игру поддерживала. Но по-настоящему Айгуль ее остерегалась. Айгуль рассказывала подругам, что они с мужем начали ссориться. И, наверное, так бывает во многих семьях, особенно когда рождается ребенок. Но Айгуль расстраивалась даже не из-за этого. Ее поражало, что о каждой ссоре Саша тут же рассказывал маме. И та всегда вставала на сторону сына. А однажды сказала, что вообще была против их отношений. Она была изначально, со слов Айгуль, что большая разница в возрасте. Раз уж, говорит, мы согласились только из-за того, что Саша нам очень дорог. То есть, если бы не Саша, то есть, ты бы никогда не оказалась бы в нашей семье. Никакой поддержки Айгуль от них не получала. Айгуль была очень удивлена, что 100% поддержку получает Александр со всех сторон, но Айгуль там будет всегда везде виновата. Я так поняла, свекровь, кажется, видит во мне не сноху, а видит какую-то соперницу, которая хочет занять ее место мамы.
И она вечно лезет в наши отношения. В плане того, что даже вчера Саша говорит, ой, все, до него дошло, что нужно теперь вести запись, это контроль за расходов. И она такая, Айгуль, давай вести запись. А я уже 2 месяца, 3 месяца веду запись расходов сама. Айгуль подмечала, что она очень ревностно относится. Говорит, ну да, у нас вместе, между ней, говорит, 9 лет разница. Говорит, но он мой муж, давайте, говорит, по ролям все это сделаем, как положено, да, то есть он мой муж, поэтому как бы со мной соперничать не нужно будет, я жена. То есть Александр, он очень часто, всегда, постоянно, любой перепалке, любой ссоре, все, что бы ни сказала Айгуль, он говорил своей маме. Айгуль, она Александру говорила то, что, слушай, говорит, давай не будем выносить ссоры из избы, да, мы сейчас поругаемся, завтра помиримся, а у мамы уже обо мне, вот такое впечатление будет, да, зачем это надо будет, это осадок, да, еще что-то, неприязнь какая-то. Но потом, по словам Айгуль, она поняла, что для ее мужа это не просто порыв взять и пожаловаться маме, а это стратегия, цель которой, по мнению Айгуль, лишить ее родительских прав. С каждым днем атмосфера в доме становилась все напряженней, а конфликты все серьезнее. На допросах Александр говорил полицейским, что очень любит жену. И снова плакал. И родным жены говорил, что любит ее, и что вообще никогда бы пальцем не тронул. Но Айгуль признавалась подругам, что его чувства прошли сразу же после рождения дочки. Жена его только раздражала, и он постоянно предъявлял ей претензии. Он был ей недоволен и даже обвинял ее в том, что она агрессивно ведет себя с ребенком. Последние 2 года они жили раздельно, потому что он не высыпался. Говорит, я не высыпаюсь, вы мне мешаете. Он говорит, хорошо. Вот в Америке они уже спали раздельно. Была ситуация, когда Айгуль готовила обед, накрывала на стол. Это было в Германии. Жаклин сидела на детском кресле за столом. И Жаклин училась кушать самостоятельно. Айгуль ей дала ложку. Он говорит, доча, как хочешь. Хочешь руками, хочешь ложкой. Он говорит, давай учись кушать. Сидел Александр за столом. Он встал со стола и говорит, я не буду кушать, вы здесь все свиньи. Он говорит, ты свинья. Он говорит, в смысле? Он говорит, ты о чем вообще? Он говорит, посмотри на стол, здесь крошки. Может быть, у вас там так принято в вашей семье? Он говорит, я такое терпеть не буду. Он встал и ушел со стола. Она к нему подошла, он говорит, Алекс, он говорит, ребенок маленький, он учится кушать, это нормально. Он говорит, мы покушаем, я уберу. Садись за стол. Он говорит, я не буду кушать, пока там не будет все чисто. Айгуль там с утра до вечера протирала пыль, да, он говорит, потому что Алексу не нравится. Он говорит, я же дома сижу, я же не работаю. Говорит, что ты дома сидишь, ничего не делаешь, могла бы и убраться, могла бы все и привести там в порядок. А вы задавались вопросом, а финансовый уровень какой у семьи? Когда в Германию уезжала, у нее было, по-моему, $1017 у ней, только у Айгульки была на счету. Когда они жили в Лейпциге, до отъезда в Америку, я понял, что жили на денежные средства Айгуль. Я так понял. Ага, наверное, так и было. Да, наверное, так и было. У Саши в Лейпциге у него зарплата была на руки 1600-1700 евро. Где-то 1000 евро они... Около 1000 евро за квартплату платили. После рождения дочки семья получала пособие на ребенка. Саша продолжал учиться и собирался устроиться на работу. Но пока еще не работал. И к проблемам в отношениях прибавились проблемы с семейным бюджетом. Вот в Германии, оказывается, даются пособия на ребенка. Я говорю, а у тебя счет, почему ты не открываешь в банке? И Саша на свое имя открыл счет в банке. И все эти пособия на ребенка и на моя поступает на счет Саши, Александра. Я говорю, почему на тебя не оформили? Вот одна сказала, у меня денег нету. А я ей свою банковскую карточку отдал, казахстанскую. Я говорю, здесь 1000 евро, можешь пользоваться. Если надо, я пополнение сделаю. А потом она сняла где-то 25 или 30 евро. Я говорю, а ты что так мало сняла? Что, для чего? Я парикмахерскую использовала.
Я говорю, а что, твой муж не дает? Слушай, он говорит, сейчас не может устроиться на работу. Вот он скоро устроится на работу, все будет у нас нормально, у нас временное материальное затруднение. Материальные трудности не пугали Айгуль. Жаклин уже подросла, ей было 3 года. И Айгуль планировала выйти на работу, тем более, что у нее был диплом престижного английского вуза и большой опыт юриста и судьи. Больше ее заботили не деньги, а отношения. А вот они становились все хуже. И она понимала, что, наверное, остается только один выход – развод. Я, наверное, уже начну потихоньку выяснять, смотреть, спрашивать официальные органы, что и как делать. Если надо куда-то дополнительно обратиться, может, надо юридическую консультацию или что-то. Ну, показаться, думаю. Айгуль неоднократно поднимала тему, мне писала о том, что я хочу развестись с Александром. Ее не устраивало больше, наверное, само отношение Александра к Айгуль. Больше всего это то, что он ее обзывал. Он ее обзывал и толстой, и жирной, и неопрятной, и узкоглазой, и по поводу того, что она слушала песни на казахском. И Айгуль ему сказала то, что, слушай, я не обещала отрекаться от своей нации, да, я казашка, и ты об этом знал. И где-то там разговаривать на казахском не совсем адекватно вообще это все воспринимал. Но, как опытный юрист, Айгуль понимала, она, конечно, сможет развестись с Александром, но было главное препятствие – ребенок. Уехать с ней в Казахстан Айгуль не могла. Жаклин является гражданином Германии, а Александр является тоже гражданином Германии. Без его согласия его ребенок не может выехать из страны. Она не могла уйти и уехать без ребенка. Она не могла, это долгожданная, это желанная доченька ее. Покажи, как ты улыбаешься, вот так. Ой, молодец, я фотографирую тебя. Желанная доченька, она без нее бы никуда бы не уехала, она без нее бы никуда бы не ушла. Как говорят, то, что как будто она там уходит неделями, либо там на 3 дня может уйти, быть такого не может. Айгуль никогда не оставит свою Жаклин. Никогда. Айгуль, конечно, как юрист, продумывала разные варианты, что вот даже если она не сможет уехать с дочкой из страны, то она все равно уйдет от Александра и будет жить отдельно. Вот что она пишет подруге Насие. Лучше оформить ПМЖ через Жаклин и переехать жить в другой город. Самое главное, до ее совершеннолетия я должна самостоятельно обеспечивать себя и ее, чтобы в дальнейшем на гражданство подать. И даже если я разведусь с мужем, это не должно касаться его отношений с дочерью. Но я не хочу, чтобы моя дочь видела, как обижает и оскорбляет ее отец, ее маму. Не хочу, чтобы у нее сложилось впечатление, что жена должна терпеть унижение от мужа. Все это Айгуль собиралась сделать, но не успела. Домашнее насилие никто не отменял. И самое поразительное, имея такой высокий уровень профессиональной подготовленности в юриспруденции, Айгуль по-человечески не смогла разрешить эту ситуацию. Она надеялась на свои, я так понимаю, знания, силы, но одному выстоять в такой борьбе практически невозможно. Ее больше всего заботило, так как материнство уже было осознанное, материнство было позднее, она защищала своего ребенка. Жаклин – это у нее свет в окошке. Когда она наконец поняла, что она не может вывести Жаклин, это был, конечно, наверное, самый большой для нее удар. Родные знали, что Айгуль была нежной и заботливой мамой. Но у мужа и свекрови было другое мнение. По их словам, она даже могла поднять руку на дочь. Айгуль как-то рассказывала подружкам, как муж, разговаривая по телефону с дядей, сделал ей замечание, что она груба с Жаклин. Я это немножко резко Жаклин взяла и положила в бок, что она просила поцеловать Володя его поздравлял с днем рождения. И он тут мне говорит, что ты ее резко хватаешь, что ты ее дергаешь, она до слез довела ее. Я говорю, она не плачет, все нормально. Я говорю, ты просто положила, чтобы ей сиси дать. Нет, я же вижу, ты не
до слез. Я говорю, ты зачем, говорю, это сидишь, говорю, при своих говоришь, говорю. Специально делаешь, да? Я же ее пальцем даже не трогала, говорю. Это не первый раз ты так делаешь. Я не выдержала, и продолжаю так же, в таком же духе. Специально меня показываешь при своих, вот так, говорю. Выставляешь ситуацию, говорю. Свекровь тут начала звонить, вот, не так переживаю, что вы так, в таком плохом отношении, прям ребенок страдает при вас. Зачем он так делает? Говорю, постоянно при вас, при всех выставляет меня в таком виде. Для чего, говорю, что он хочет этим сделать? Свидетелей завтра, говорю, привлечь в суду, чтобы лишить меня родительских прав, сказать, что я вот плохо обращаюсь с ребенком. Ой, как ты можешь такие вещи думать, додумывать? Я не знала, что ты можешь. Я говорю, я юрист, я знаю, к чему это ведет, говорю. Вот я и говорю то, что у Айгуль были подозрения, у нее интуиция была, то, что они хотят Айгуль лишить родительских прав. Как вы думаете, Шолпан, а почему Айгуль не сказала вообще вам правды и старалась максимально все скрывать? Почему? Вот этот вопрос, я сама себе задаю этот вопрос. И вот потому что мы же были против, что она так далеко замуж выходила. Мы же говорили, что у тебя работа есть, хорошая работа. Ты сама добилась этого. Не хотела, чтобы мы, наверное, не переживали за нее. Она, наверное, хотела сама все это решить. Она самостоятельная была. И вот надеялась, что самостоятельно все сама будет решать. И оказывается, все время контролировали Айгуль. В материалах дела имеется анализ мобильного телефона. И в этих телефонных СМС-сообщениях там Александр докладывал своей матери, чем занимается Айгуль. И в другом СМС-сообщении Наталья там пишет, что делает, чем занимается. При этом пишет, не говори, что я пишу или я звоню. Уже потом, во время следствия, по словам родных Айгуль, они узнали, что одна из свидетельниц рассказала удивительный факт, который мог бы объяснить еще одну причину, почему подозрения Айгуль, возможно, были вполне оправданными. Одна из свидетелей, которая была допрошена немецкими полициями, по соседству живут, которые там, были знакомы с Натальей. И Наталья представляла Жаклин своей дочкой, а не внучкой. И они между собой вот этот свидетель обсуждали. Надо же, в таком возрасте она для себя родила дочку. И, видите ли, вот Наталья, то она в одном месте не могла сидеть. То едет в Россию, то едет в Казахстан, то едет в Германию, то путешествует. Я тогда спросила, те немцы, которые переезжают в Германию, они обязаны учить язык и обязаны работать. Вы каким-то образом все время в движениях. Тогда она мне ответила, женщина, имеющая ребенка до 14 лет, может не работать. И для ребенка получает социальное пособие, и для себя получает социальное пособие. И по коммунальным услугам тоже им предоставляется льготные обеспечения. Дочь Натальи, по моим соображениям, уже достигла 14-летнего возраста. Раз Наталья своим знакомым представляла Жаклин своей дочке, она, наверное, хотела таким образом на себя записать, как дочку. А дальше Айгуль узнала, что Александр тайком за ее спиной хочет сделать Жаклин российское гражданство. А значит, он может спокойно увезти дочь в Россию. И из-за этого они стали еще чаще ссориться. Уже после трагедии племянница родителей Айгуль рассказала, что когда Айгуль в последний раз приезжала в гости в Казахстан, она видела у нее синяки. И Айгуль ей призналась, что да, у нее конфликт в семье с рукоприкладством. И опять очень просила не говорить ее родителям. Видимо, конфликты происходили все чаще и чаще. А в последние 2 месяца до трагедии она вообще практически перестала разговаривать с родителями по видеосвязи. Как мне стало теперь известно,
Много чего Айгуль скрывала, что у них вот эта неблагополучная семья, что у них нечеловеческие отношения. Они вместе издевались над ней. В конце апреля, я точно даты не помню, Айгуля перестала выходить на видеосвязь. Я как-то спрашивала ее, почему ты эту видеосвязь не включаешь? Вот она говорила, мама, мне неудобно, вот Жаклин рядом идет, если я по видеосвязи буду разговаривать, Жаклин остается без присмотра, поэтому мне удобно аудиосвязи. А сейчас вы думаете, что у нее были какие-то синяки на лице? Я сейчас вот много чего я думаю сейчас, знаете, вот, потому что столько много наслышалось, что сколько раз они рукоприкладством занимались, сколько раз вот унижали ее. Вот. У меня вот фотографии есть, где у нее синяки, где вот даже вот последняя фотография сделана была перед ее день рождения, 22 мая или 23 мая, где у нее, вот она держит Жаклин, и у нее вот в руках везде этот царапины, где замазано зеленкой. На лице вообще такая печальные глаза у нее. Как передать словами-то? Надо это посмотреть. Что произошло в тот самый день, полиция Германии и сегодня точно сказать не может. По их версии, Александр ушел на занятия, а Наталья поссорилась с Айгуль. Завязалась драка. Айгуль получила удар по голове и потеряла сознание. И дальше уже были нанесены ножевые раны. Но близкие Айгуль не исключают и другую версию. Мы полагаем, убийство было совершено Александром, а мать, покинув Германию, создала алиби своему сыну, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности в Германии. Если он покинул бы Германию, подозрение на него упало бы. А она это сделала, потому что Наталья сама по образованию юрист, несколько лет работала в милиции, в следственном органе работала. Так что она имеет определенные познания, как избежать от уголовной ответственности и юридическое образование в ней. Полиция Германии несколько раз допрашивала мужа Айгуль, но никаких обвинений ему не предъявили. Единственным подозреваемым в уголовном деле была свекровь Наталья. Но где она, полиции узнать не удалось. Уехала в Москву, и дальше след пропал. А вскоре туда же уехал и Александр с дочкой. Каким образом Александр беспрепятственно уехал из Германии? Из выводов следователя, прокурор у них, при допросе Александр, он говорит, я не знаю, куда Айгуль ушла, я не знаю, куда была, я не знаю, где была, я не знаю. В общем, ничего он не знает, ничего не видел, трупа не видел, никого не выносил. Я устал, дайте перерыв. А вот следователь говорит, вы где хранили тело? Я не знаю, я к этому отношения не имею, я не видел, я устал, мне больно вспоминать. Следователь прямо говорит, если вы помогали матери, то есть укрывали совершенное матерью преступление или помогали скрыть тело, труп, это не несете в уголовную ответственность. Они пишут, что он помогал матери перетаскать этот труп, поэтому это для них не является преступлением. По поводу расследования, которое было в Германии, но очень много вопросов, на которых нет ответов. Складывается ощущение, что их показания, они правдивы, и Германия защищает, своих граждан. Но закон их не распространяется на нерезидентов, хотя Айгуль была приравненная к ним, у нее был вид на жительство. Кто и как перевез тело и бросил его в карьер, полиции тоже выяснить не удалось. Это точно была уже не Наталья. Она улетела 5 июня. И даже если предположить, что это сделал муж Айгуль, то одному ему с этим было бы очень сложно справиться. Карьер глубокий, и опустить туда тело одному невероятно сложно. Вопрос, Шолпан, так их что, никто не ищет?
Германия не ищет. Хотя в материалах дела имеется вот этот красный ордер. Есть постановление об объявлении в розыск. Есть постановление, что она была объявлена в Интерпол. Там перечислены несколько государств по Евросоюзу. Действительно ли вот этот, или только на бумаге вот этот красный ордер, на бумаге или вот этот розыск в Интерпол? Раз она в России свободно гуляет, ее Германия не ищет. Хотя мы обратились с ходатайством в Германию. У них был один ответ, что между Германией и Россией нет соглашения о выдаче лиц. Тем временем Александр вдруг появился в новостях федерального канала в совершенно неожиданном качестве. Ему удалось оформить российское гражданство для дочери, и он поделился этой радостной новостью с журналистами. В Москве сотрудники миграционной службы пришли на помощь мужчине, который остался один с маленькой дочкой и решил вернуться на родину после 6 лет жизни в Германии. Этого момента Александр ждал с замиранием сердца. Последние подписи и печати, и его дочь станет гражданкой России. Я никогда не рассматривал возможность постоянно эмигрировать в Германию. Я всегда стремился вернуться в Москву и жить в России. Я получал здесь образование, я жил здесь. И поэтому в связи с этим это была последняя надежда на то, чтобы дальше как-то поддерживать, продолжать нашу семью с моей дочерью. С момента убийства Айгуль прошел год и 8 месяцев. Все это время ее близкие добиваются, чтобы преступники были найдены и наказаны. В Казахстане возбудили уголовное дело только по факту истязания экс-судьи и расследуют те случаи насилия, которые произошли, когда Айгуль приезжала с мужем и свекровью на родину. Давайте я вам задам несколько последних вопросов. Смотрите, Шолпан, я так понимаю, что вы первый раз рассказываете первый раз даете интервью. Да, первый раз даю интервью. Зачем? Ну как зачем? Раз их никто не ищет, кто-то же должен нести ответственность за это, за Айгуль. Например, Германия не ищет, потому что им это не надо. В России дела нету, никто не будет возбуждать в России дело. В Казахстане по убийству не может возбуждать, потому что убийство происходило за границей Германии. Оказывается, в Европе можно убить человека и уйти оттуда. Никому нет дела. Хоть в России знает, кто рядом с ними живут, какие люди, и какие люди воспитывают маленькую Жаклин. А Жаклин сейчас 5? Жаклин 21 года, ей 4 года. Теперь в 26 году будет 5 лет. Когда Айгули не стало, и не было еще 3 лет. Она очень хорошо воспитана. Она прямо, хотя на свой маленький возраст, разговаривала на 3 языках. На русском, на английском, на немецком. Она могла донести до человека, что она хочет. Она была очень развита. Айгуля ее так воспитала. Всегда бабушка вот эта Луиза говорила, Айгулька так хорошо воспитывает Жаклин. По словам Шолпан, дядя и бабушка папы Жаклин обещали, что родные Айгуль смогут общаться с внучкой, хотя бы по видеосвязи, но этого не произошло. Мы постоянно будем показывать вам Жаклин, все время будете вы видеть, как она растет.
Если хотите, мы к вам отвезем. Они обещали, они не сдержали свое слово, потому что уже в конце августа они отключили все телефоны, и с этого момента мы не знаем, где они живут. В конце 2025 года, буквально 23 декабря, нам написал брат Айгуль, что Наталья и Александр задержаны полицией в Москве. Как это произошло, где, никаких деталей. И уже после Нового года подключился МИД Казахстана. Они написали официальное сообщение, в котором было вот что. МИД не располагает официальной информацией от компетентных органов Российской Федерации о задержании Натальи и Александра. Вот почему у этой истории пока еще нет конца. Позже брат Айгуль сообщил нам, что после беседы полиция отпустила Наталью и Александра. Вот сейчас, после всего, что вы рассказали, чего вы больше всего хотите? Мне бы хотелось увидеть Жаклин. Мне бы хотелось, чтобы виновные лица все-таки несли ответственность за это убийство. Мне бы хотелось, чтобы Жаклин не росла среди этих людей рядом с Натальей, убийцей нашей дочери. Да, нам всем ее не хватает. Чтобы вы понимали, нас 6 подруг. Мы с друг другом общаемся. У нас есть свой чат. Мы каждый день туда что-то писали, да, и Айгуль до сих пор, ее номер до сих пор вот в этом чате. То есть мы не можем ее удалить оттуда. Все, я уже не могу. Пожалуйста, я уже просто не выдерживаю.